Итак, теория черного лебедя. Мы часто слышим это в медиа, этот термин, и не всегда понимаем, откуда он взялся и что это за черный лебедь, когда он прилетит, куда он прилетит и где приземлится. Итак, черный лебедь – это термин из футурологии. Футурология – это наука, которая занимается прогнозированием будущего. Есть один из глобальных мировых аналитических центров, занимающихся прогнозированием будущего. Это Римский клуб. С момента его основания в 1968 году ученые разных стран публиковали работы, доклады Римскому клубу. Это такие серьезные научные труды, аналитические выкладки, освещающие развитие человечества в разных сферах, от экономики до экологии, в разные временные периоды наперед, на будущее. В целях прогнозирования здесь используются традиционные разные научные методы. Я не буду подробно грузить вас методологией этой, просто их перечислю и приведу один пример, как это работает. Это такие научные методы, как экстраполяция, вероятностный анализ, регрессивный и корреляционный анализ, социологические методы, опросы экспертов, моделирование, ролевые игры, симуляции, составление сценариев и так далее. Ну вот один пример, чтобы понять, как это работает. Есть циклы Кондратьева. Вот они описывают чередование длинных волн развития мировой экономики, которые охватывают плюс-минус 50 лет цикл. И эти 50-летние циклы состоят, в свою очередь, из 4 малых волн: экономический рост, пик развития, спад и депрессия. Последние десятилетия множество ученых обращают внимание на заблуждение насчет потенциала прогнозирования вот этими традиционными методами. Они утверждают, что футурологи слишком самоуверены и не способны успешно прогнозировать будущее при помощи только этих методов. И вот возглавляет это направление скептиков самый яркий представитель этого течения, автор теории черного лебедя Нассим Николас Талеб. Американский эссеист, писатель, статистик и бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Надо это учитывать, что он не просто академический дядька из пыльного кабинета, который там сидел и что-то прогнозировал. Нет, он ушлый трейдер, заработавший не $1 миллион, и человек с довольно неординарными мозгами. Так вот, в своей книге «Черный лебедь под знаком непредсказуемости» 2007 года он утверждает, что прогнозирование с помощью методов статистики не всегда приводит к удовлетворительным результатам, поскольку в ней, в статистике, всегда есть место той самой необъяснимой случайности. И для обозначения этой необъяснимой случайности Нассим Талеб использовал термин «событие типа черный лебедь». Тем самым теория черного лебедя рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Причем черный лебедь — это не обязательно негативное событие, катастрофа, например. Это может быть и случайной удачей. Критерии события черный лебедь. Событие является неожиданным для экспертов. Событие имеет значительные последствия. После наступления этого события, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. С точки зрения Талеба, практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры – события типа «черный лебедь». Примеры. Развитие и внедрение интернета. Никто не предсказывал. Первая мировая война. Распад Советского Союза. Уже 1000 раз доказано, что даже там супер крутые, ЦРУшные аналитические центры не прогнозировали распад Советского Союза в то время и в той форме, когда он случился. Атака 11 сентября, мировой экономический кризис, ну и, конечно, отдельно сюда нужно добавить пандемию коронавируса, которую Талеб спрогнозировал в 2017 году. В интервью РБК в 2017 году Талеб заявил, 2 страшные угрозы человечеству не имеют отношения ни к войнам, ни к экономическим кризисам. Самый большой риск – это новые эпидемии. Я напомню, это 2017 год, за 2 года до коронавируса. Дальше Талеб продолжает. СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, и о том, что появляются новые штаммы вирусов, говорит Талеб. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые черные лебеди, сказал Талеб в 2017 году.
Во время финансового кризиса 2008 года, основываясь на прогнозах с учетом теории черного лебедя, Талеб заработал несколько миллионов долларов и другим инвесторам помог заработать около $1 миллиарда в совокупности. Насим Талеб считает, что роль черных лебедей возрастает по мере роста взаимосвязей в мире. Интернет и глобализация превратили мир в сложную систему, состоящую из запутанной паутины взаимоотношений и других тесно связанных между собой факторов. Эта сложность не только увеличивает вероятность появления черных лебедей, она затрудняет прогнозирование даже рядовых событий. То есть, чем сложнее становится система, тем она становится менее прогнозируемой. Талеб описывает несколько типов заблуждений, приводящих к излишней уверенности в собственных способностях анализировать будущее. Нарративные – склонность больше верить в информацию, полученную из своего окружения или из своего информационного пузыря. Да? Мы часто слышим это слово «нарратив». Кстати, про нарратив можно отдельный выпуск сделать. Для нас приоритетом являются источники информации из нашего пузыря, чем какая-то статистика или научные изыскания. Игровые — применение теории игр к реальной жизни. Ретроспективные — вера в успешное предсказание будущих событий на основании анализа уже произошедших событий. Несмотря на скептицизм Насима Талеба о возможности прогнозирования будущего на основе событий прошлого, он отмечает важность изучения событий типа «Черный лебедь». Это помогает внести ясность в происходящие процессы и превращает черных лебедей в серых. Это уже отдельный подтермин. Серый лебедь — это событие, о котором известно и которое может произойти, но предполагается, что оно вряд ли произойдет. Я напоследок дам вам список литературы, который стоит прочитать. Публикаций Талеба много в прессе, можете почитать его интервью, его статьи, но вот несколько его книг, которые стали бестселлерами, «Одураченные случайностью». Я эту книгу сам читал, сразу скажу, что читается она довольно тяжело. «Кровать Прокруста. Философские афоризмы. 2010 год». «Антихрупкость. Вещи, которые выигрывают от беспорядка. 2012 год». И «Кожа в игре. Скрытые асимметрии в повседневной жизни. 2018 год». Этот список литературы также будет в описании к этому видео.